Такое утро, что еще, по-моему, вечер не закончился. Часа 3. Опять аэропорт. У нас вылет. Вторая часть начинается, Гена? Те же лица. Те же лица, да. Знаете, что вы в Канаде? Знаете, что вы в Канаде, когда очередь в Tim Hortons, это у нас забегаловка на кофе, больше, чем очередь в security и на смотре, чтобы войти в аэропорт. Вот очередь в аэропорт, и вот очередь в Tim Hortons. В Калгари уже часов 8 утра, поэтому чувствуешь себя уже человеком. Это не 3 утра, а чтобы дойти до следующего терминала, нужно пройти через duty free. Вот такие маркетинг идеи у них. Пока я пройдусь, они думают, что я у них часы куплю, наверное. Так, вылетаем на Юкон, наш последний самолет. Вроде не так бизи. Прилетели, какие-то часов 8 мы здесь. Одна пересадка всего, 2 самолета. Все удачно. Погода идеальная. Путешествие начинается. Мы по Yamaha Dealership. Спускают нашу мотоцикл сейчас со сториджа. Это выглядит вот так. Вот такой красавец. Ну все, сейчас соберемся, что-то перекусим, заедем в город. В городе нужно что-то купить с собой, там пожрать и все остальное. Ну все, мотоцикл здесь и дальше в парк. Наконец-то мы выехали в открытую дорогу. Температура нормальная, градусов 19-20. Хоть мы и на Юконе. Очень приятно. Очень приятно сесть на мотоцикл, скажу честно, соскучился по своему малышу. Конечно, он запылился сильно, пока стоял на сторож, но ничего, это мы разберемся. Сейчас мы едем закупаться, продукты всякие, едем в сам город, Whitehorse. Да, друзья, как видите, мы вернулись в наш любимый парк. Yukon Motorcycle Park, запомните. Только приехали, только с самолета, сейчас разгрузимся, сделаем шопинг. Заметьте, что сейчас не так людно, как было. Так как самый сезон, конечно, тут в Solstice, когда мы были, когда идет это соревнование Dusk to Dawson, тут все переполнено. Ну вот там один мотоцикл, по-моему, стоит. 2-3 мотоцикла есть. Да, друзья, как вы поняли, Гена без дела не может. Да. Палаточку подмазать, подкрасить, подлатать, что-то сделать. Как так можно? 2 минуты свободно, и нужно обязательно что-то сделать. Генка, у тебя очень хорошая черта характера. Приходи ко мне домой, почешешь, что-то поделай. Пока Генка работает руками, я языком чешу. Хожу вокруг парка сейчас, знакомлюсь с людьми, разговариваю и встречаю очень интересных людей. As I've mentioned, I've met Patrick. Sorry, I'm going to speak English for now. It's a Russian blog. Okay. Patrick, you don't speak Russian, right? Нет. Нет. He's a friend I just met that crushed his Harley. Pan American. Pan American, right. И в прошлый раз, когда мы были здесь, он тоже был здесь и тоже поехал на Dempster Highway, на Арктику и потерял контроль. Мотоцикл его разбился. И получилось так, что он как-то доехал до Инуика и оттуда улетел. Вот прошел реабилитацию 2 месяца. Доктор сказал, что ему вообще ходить не надо, он еле ходит. Приехал за мотоциклом и сейчас поедет и повезет его обратно. Вот такие ненормальные мы люди, мотоциклисты. Я его хорошо понимаю, я бы сделал то же самое. Сам факт с 2 переломами доехать через самый сложный хайвей обратно самому, это вообще что-то невероятное. Ну, зная себя, сделал бы то же самое. Так, вот такие люди встречаются здесь давайте не забудем, Yukon Motorcycle Park. Самое лучшее место для мотоциклистов на земле. Доброе раннее утро. Или, как Гена говорит, просто утро. 7 утра. Собираемся потихоньку, очень прохладненько, так, знобка, градусов 10 сейчас. Но должно согреться. Сейчас едем на каньон, Майлз каньон. Все покажу, объясню там уже.
И потом движемся на Досон Сити. В сторону туда, в сторону Аляски. Друзья, иногда я возвращаюсь в места, которые оставляют много впечатлений, оставляют не осадок, а скорее всего, просто в памяти оседают. И вот это одно из этих мест, куда я сейчас вернулся. Это находится еще в Whitehorse, в Японии, и называется Miles Canyon. Каньон Майлса. Сейчас я покажу вам, что это такое, и в краткости объясню. В прошлом году я уже тут был и показывал, но не могу не остановиться. Это чрезвычайная красота. Это река Юкон. Видите, какая она тут быстрая. И это самая узкая ее часть. И за счет этого получается, что когда была золотая лихорадка, люди старались попасть в Досон любыми путями. Через Скагвей, через Чилкут трейл. И третий путь, это был он. Сейчас вода спокойная, но обычно тут совсем неспокойно. И очень много судеб было решено здесь. Очень много. Настолько много, что канадский government сказал, что хватит. И поставили вон там вот в конце, там где начинается каньон, переправу. И переправляли на ту сторону уже канадцы, искатели приключений. Но все равно тут погибло тысячи людей. И вообще во всей этой лихорадке погибло столько людей, и животных, и лошадей, и это одна большая трагедия. Никто денег не сделал, но это я потом расскажу. Да, вот еще одно место, где очень много памяти и напоминаний о том, насколько трагична эта история золотой лихорадки. Хочу вам показать высоту. Как вы понимаете, это крутой спуск. Я отойду, чтобы продолжать вам делать видосы. Боже, как это красиво. Хоть и такая трагическая история, но красота, конечно, неописуемая. Еще шум реки, пение птиц. Вон как раз восход солнца. Романтика. И никого нету. Обычно тут людно, так как место знаменитое. Ну, так как мы проснулись очень рано. Спасибо, Гена. То побили трафик. Вот, мы тут одни. Как вы видите, мы приехали посмотреть на известный пароход SS Klondike. Но хрен мы на него посмотрим. Спросите, почему? Не спросите. Потому что у нас ремонт. Отсюда немножко можно разглядеть что-то. Это легендарный, старый, известный судно, пароход Klondike, который и переправлял людей из Портленда в Скагвей. Ну, где мы еще можем утро встречать? Tim Hortons. Я думаю, это последний на нашем пути. Так что воспользуемся по полной программе. Не знаю, сколько я себе могу кофе влить, но волью. Нужно просыпаться. А также мы находимся в даунтауне Whitehorse. И вот это, в принципе, и есть весь даунтаун. Он небольшой город, но очень симпатичный. И люди очень нравятся. Ну, у нас короткая остановка в Кармаксе. Город, в принципе, я вам уже показывал. Город, да, 3 человека. Заправились бензином. Бензин тут чуть дороже. Уже за $2 перешел. Чем дальше едем, тем дороже. Ну, у нас очередная переправа. Их очень много. Только не понимаю, откуда вот этот вот белый песок. Это не снег, если что. Сколько тут настоящих мотоциклистов. Hey boys! Good, good. I hope you don't mind, I'm taping this. No. Okay. No. I have to ask these days, you know. Вот так.
Вон Патрик, которого мы встретили вчера. И вот этот прекрасный вид, который я вам обещал. Красота. Middle of Yukon. Just met another friend from Ontario, and we are in Yukon. Just a reminder, borderline with Northwest. How long was the ride? 6 days. 6 days. That's nice. That's nothing. Lots of miles. You just flew. Yeah. Yeah. Fast across the prairies. Yeah. Well, in 6 days you can also be here. Ну, а мы будем продолжать традицию. Ну вот, оставили еще одну марку. Марку своего прибытия, своего presence. Как и все остальные высокоуважаемые люди. Приятно быть в таком списке. Сибирия. Oh, Siberia. Только что нашли стикер. Думаю, что вы это узнаете. What? Oh, Кто-то с Хабаровска тут был тоже. Да, друзья, погода разгулялась. 27 градусов. Очень приятно. Сейчас согреться после такого утра. Только что остановились на кроссинг. Вот вы видели, много мотоциклистов было. Познакомились с новыми ребятами. Один парень с Онтарио приехал, как и мы. Но он, правда, за 6 дней доехал. Это просто стрелой летел. Другого, если вы узнали, это Патрик. Патрика мы можем помнить из прошлой поездки. Патрик разбился на мотоцикле в прошлой поездке и попал в госпиталь, как-то доехал каким-то путем. И вот сегодня он поехал обратно со своим братом подбирать свой мотоцикл. За 2 месяца, конечно, сильно не зажил, но удачи Патрику. Едем дальше, продолжаем путь. Осталось часа, наверное, 2, может быть, 2,5 до Досон-Сити. до сердца Клондайка, сердце золотой лихорадки. Так что оставайтесь с нами, тут такая красота. У нас перевал опять ждем. И опять та же компания, кстати. Вот, кстати, слева следы пожара, которым в прошлом году мы с Олежкой проезжали. Но про это я уже рассказывал. Вот так. И снова здрасте. Хотел вам показать вроде такое невзрачное место, не сильно яркое, но зачем-то я вам его показываю. А причина есть. Мы находимся на реке Клондайк. Вот она внизу. И вдоль нее, как видите, везде раскопки. Вот. Камни лежат, и лежат они очень ровно и красиво вдоль, где шла драга. Вот, хорошо тут видно. Драга – это огромная машина, которая прочищает землю и в общем-то, используется для поиска золота. Если раньше это промывали через там ситечко, через, я не знаю, там через маленькие какие-то слуз, называется по-английски. Потом пришел heavy equipment, и вот, как вы видите, его результат. Он перекопал все. То, что сначала люди переработали вручную, пришли грузовики и перекопали все и везде. Где бы вы ни были, все перекопано. Если посмотреть со спутника, вот маленькое напоминание, что мы въезжаем в Досон-Сити, в легендарный. Тогда, если посмотреть со спутника, то вы увидите эти линии земли, прорытые через пермафрост, через вечную мерзлоту, и они везде. До сих пор еще раскопки идут сейчас, ну не раскопки, наверное, а добыча. Вон, к примеру. И вот тоже живая добыча с правой стороны. Досон-Сити, ура! Ура, ура!
Попадая в Юкон, вы попадаете как в другой век. Ну, welcome to Dawson City. Добро пожаловать. Люблю этот город. Хочу еще раз заметить, как все осталось в стиле 1890-х годов. Ничего не изменилось. И город этим живет. Я думаю, он этим знаменит и известен. Пойдемте посмотрим. Как я уже говорил, люди приезжают сюда отовсюду. Германия. Встречали только что из Мексики, из Германии. Так что место такое популярное для серьезных байкеров. Находясь здесь, нельзя не отметить вот эти вот дороги. Дороги все разбитые, убитые, как они были в 19 веке, так и остались. А везде около домов, как вы видите, такие деревянные boardwalks. Вот она, boardwalk. И именно так все и было, потому что лошадями дороги были просто убиты в мясо. И пройти было никак невозможно, так они решили проблему, делали boardwalks сверху. И прошло сколько-то там лет, много-много лет. И до сих пор у нас стоят boardwalks. Также все эти дома, они исторические, но не так, как вы думаете. Вы думаете, с золотой лихорадки? Нет, нет. Скажу вам настоящую историю в золотой лихорадке. Это самая печальная и самая трагическая история, которую я слышал. Денег никто не сделал. Золото люди нашли, кто-то находил, кто-то нет. Но так как они тут жили, так как они тут выживали, все потеряли здоровье, все деньги и все, включая Джек Лондона и всех остальных, кто сюда приезжал. Только двое умудрились как-то деньги сделать, но оба они не были связаны никак с золотом. Один – это Макдоналд, я забыл, как его зовут, но мы будем проходить мимо его дома. И он был банкир, который давал деньги на драги, на разработку и на еду. Почему я говорю на еду? Потому что второй человек, который сделал тут деньги, это женщина, которая открыла здесь кухню. И так как люди ехали сюда в отчаянии много-много тысяч километров, и, можно сказать, свою последнюю дорогу делали, все, что они хотели, это отведать что-то домашнего, домашней кухни. Ее ресторан знали все. Чтобы покушать в ее ресторане, это стоило примерно тогда 2 года зарплаты одного человека, среднего американца, за один обед. Но это была мечта всех, и все старались, все пытались, и все там были, и все ели. Вот эти 2 человека, которые сделали деньги. Золото – это была разменная монета здесь. Допустим, кусок бруса, кусок дерева стоил 3 грамма золота. Вы спросите, с какого? Да, вот так. Потому что когда раздавали участки, на которых искать золото, эти участки были заморожены. И как-то нужно было их размораживать. И каждый день, они разжигали костер на своем участке. И немножко проморозка падала. Они снимали вот это вот месиво и искали золото. И так каждый день. Поэтому все, что деревянное здесь, было сожжено еще в 1900-х годах, в 1800-х годах, точнее, 1896-м, 7-м, 8-м. А когда уже столетие следующее началось, дерева тут вообще не было. И стоимость дерева, как я вам сказал, если нужно было что-то починить, стоила 3 грамма золота. Такая разменная монетка. Также все дома были сожжены тоже. С чего мы начали вот этот исторический город? Нет, это не исторический город. Все дома были сожжены, так как дерево такое дорогое. Люди переходили в палатки, жили в палатках, минус 60, холод, мучение, цинга, голод. Все вы сами понимаете эти условия. Ради того, чтобы заплатить за один домашний обед. И, если ты счастливый, уехать домой нищим. Большинство людей здесь умерли. Да, они нашли золото, но они умерли с этим золотом. Вот такая печальная история. Вы только посмотрите на размер этих птиц.
Привет, красавица. Ты с мою руку, наверное. Вау. Вы, наверное, не вспомните, но если вы посмотрите в прошлом году, когда я был здесь, я делал репортаж на Westminster Hotel. Это легендарнейший отель, где самые известные варьете, значит, я бы сказал, весь город был построен вокруг него. И, к сожалению, он в этом году сгорел. Вот я на этом месте. Это просто ужасно. У меня сейчас мурашки идут это видеть. Это было самое старинное, самое красивое здание здесь, от которого ничего не осталось, кроме лужи. Что-то. Я обязательно постараюсь сделать съемки прошлогоднего этого места, чтобы вам показать, что тут было. Это очень печально. Ну вот, университет, я вам уже рассказывал. Если кто-то хочет поступать. Тут история везде. Вот даже дом стоит. Почти гнилой. Вот как он выглядел тогда. Тоже почти гнилой был, правда. И в 1899 году его постройка, он один из некоторых, который сохранился. Сохранился во время лихорадки. Его не сожгли ради дерева. А также тоже два здания. А на всем в жизни нужна поддержка, правильно? Моральная, физическая. А вот тут вот нужна поддержка структуральная. Вот. Вот этот левый домик поддерживает правый, ну а правый поддерживает левый. Хороший пример, когда друг без друга они существовать не могут. Тоже историческое, я думаю, что-то. Сейчас прочитаем. Да, вот так он выглядел, чуть-чуть ровнее был. А в 1901 году, это уже когда лихорадка пошла вовсю. Напомню, в 96-м она началась, в 98-м об этом узнали, и началось паломничество. И вот к концу столетия тут уже был полный хаос. Тоже легендарный отель Эльдорадо. Я уже боюсь снимать. В прошлый раз я снимал и говорил легендарный отель Нью-Вестминстер. И он сгорел. Надеюсь, что с тобой будет все в порядке, Эльдорадо. А тут просто все улицы кишат историей. Как Гена правильно сказал, вы идете по улице, по которой ходили 130 лет назад. Люди с мечтами, со своими desires. Найти золото, улучшить их жизнь. Вы должны понимать, что все-таки это были времена очень тяжелые, и большинство приезжали сюда в отчаянии, приезжали сюда как последний резорт в жизни. Друзья, ну здесь мы попали в дом Джек Лондона. Я думаю, это не оригинальный. Все, что из оригинального там, это вон та драга маленькая, которую он использовал для искания золота. В прошлый раз мне не удалось сюда войти, было закрыто, но сейчас вроде открыто. Так, давайте посмотрим, что здесь. Да, оригинальная драга. Может быть, это его оригинальный дом, заросший сверху. Давайте посмотрим. Ух ты! Ну да, сделано как раз под те времена. Но неправдоподобно, потому что уж очень много дерева использовано. А дерево тут это золото. Это получается сам музей. Сейчас он закрыт. Так что показать вам внутри не получится. Где-то так это работало. Тут отсеивались камушки, а снизу уже проходил песок. Сюда ставились резиновые такие тряпки, ну то тряпочные тряпки. И в них уже оставалось золото. Здесь, как вы видите, более допотопная версия. Золото проходило здесь и застревало в этих в дырках.
очень атмосферненько, я бы сказал так. Тут такой запахан еще. Сделал маленький ресерч, и оказывается, это его и есть оригинальный дом. Это маленький домик. Это просто музей построили как бутафорию. А это настоящий дом. Понятно. Я думаю, даже некоторые артефакты это тоже его. Знаете, в прошлый раз я упустил маленькую деталь. Вот мы возвратились на это кладбище. Я специально сюда пришел сегодня. Это кладбище масонское. Все могилы масонские. Если вы видите их знак на каждой могиле. Вот. Также тут масонский темпл. Так что весь город получается масонский. Я этого как бы раньше не знал. Да, могилки, конечно, старые. Особенно здесь. 1930-е годы. То есть вот это вот уже еще оригинальные с лихорадки. И если они оригинальные с лихорадки еще в масонском стиле, и как вы видите, да, масонский знак, то есть весь город был основан масонами, значит. Этот факт я не знал. Теперь знаю. Теперь мы находимся в гостинице Triple J. Triple J известна тем, что вот она устраивает мотосоревнования, даже не соревнования, наверное, а моторалли всех мотоциклистов со всего мира. Это происходит на Solstice. Я вам уже все про это рассказывал, все, что можно. И это находится здесь, в Triple J. Подтверждается моя теория о влиянии масонов на развитие города. Вот масонский храм. За ним следят. В прошлом году знака не было, сейчас уже знак, все покрашено. Так что вот, до сих пор митинги проходят. Так что, скажем, он не был масонским городом, он остался, был и есть масонский город. Вот этого я не знал. По-моему, самое чистое здание, самое современное здание во всем городе. Думаю, много раз реставрировано, нигде не написано его история, к сожалению. Как и обещал, показать вам офис, первый офис, даст бог памяти, как его зовут, но сейчас мы узнаем. Это, как я говорил, один из двух людей, который на самом деле сделал деньги на золотой лихорадке. Да, местная радиостанция вещает. Да, правильно, это местная радиостанция. CRT. Посмотрите, какое маленькое помещение и где антенна, как она вообще вещает, интересно. Ну, войти там ремонт сейчас. Я думаю, это объяснять не надо. Это теплоход, пароход, не знаю, как правильно. Ну, в общем, какой-то ход. Зовут Кину. Второй SS Клондайк мы видели в White Horse, столице. А этот Кина, который доходил тоже через Юкон и привозил потенциальных клиентов на золотую лихорадку. Ну, клиентов, я не знаю, если можно так назвать. Но... Друзья, у нас опять паром. Пересекаем прекрасное речушку, называется Юкон. Едем на кемпграунд, который находится вон там. Но проблема, что написано, что они все закрыты. В смысле, не закрыты, а забиты. Так что придется, я думаю, дикарем. Где-то дикарем остаться. Ну, значит, такова судьба сегодня. Такой апдейт, она приятная и хорошая. Приехали в этот парк и объехали весь парк. Все забито, ничего нету. И все. Зарегистрировали 54 номер. Сейчас Генка уже палатку поставил. Ген, какие у нас рекордсменские скорости поставления палатки? Первый раз так сегодня. Хочу показать, что Гена делает. Видите, она вся проклеена. Еще не до конца, да. Еще не до конца. Поэтому Гена так поставил пораньше, чтобы сейчас на солнышке еще раз проклеить. Ну, солнышко. На солнышке, да, в тенек поставил.
Вот. Так что мы счастливые люди. Сегодня почти 12 часов, там 11:30 за рулем. Дорога была такая полутехничная, полунет. Хорошая дорога была. Погода была замечательная. Вот, как видите, солнце такое блещет. Сейчас у нас у меня часы не работают. Часов где-то 8, 9, 10. Где-то так. Да, так сейчас будем... Сейчас перекусим. Вот что мы сделаем сейчас. Точно. Уже как-то по-хозяйски стало. По-домашнему, я бы сказал. Хотел заметить, когда есть время, как приятно все делать. Все разложить, аккуратненько. Вот стульчики стоят, мотоциклы стоят. Сейчас прокатились, все аккуратно. Все заряжается. Время еще есть и покушать, и отдохнуть, и расслабиться. Так что... Полярное лето, это очень, полярный день, точнее, это очень хорошая вещь. И день у нас еще будет, наверное, до 3, где-то 2-3 ночи. Будет светло и тепло, главное. Вот такие у нас планы. Ничего не делать, ложиться спать, отдыхать. А завтра Аляска. Еще не вечер. Я песни пою. Не-не, они этими лодками своими. Смотри, какой пляж. Вот в прошлый раз, секунду. В прошлый раз, господа, sorry, я снимаю, забыл сказать, река Юкон, красота. Здесь были в прошлом году мы вот с Олегой, и вода была прям до сюда. Вот до сюда. А сейчас он там. Потом покажу Олегу, он тоже обалдеет. Справа от нас находится город Доусон Сити. И какая красивая река. Просто захватывает. Хочу посмотреть, если вода холодная. Очень мутная и много лодок. А много лодок, потому что всего пару месяцев, как они могут ездить. А здесь, в Доусон, заканчивается дорога. И как бы на север уже ехать только на оленях. И только по снегу. Или вот пока там река Юкон не совсем сумасшедшая, по ней можно проехать. Поэтому все нужно перевезти. Еду, вещи. Много живет индейцев там. Там, в смысле, там, на севере. И чтобы сделать закупку им, чтобы... Так, чтобы мне тут не упасть. Чтобы сделать закупку, чтобы им заготовить еду и все остальное на год. Вот ездят эти лодки туда-сюда. Ну вот, а потом скажете, был на Юкон, на реке, и не купался. Ну дальше не пойду, тут сумасшедшее течение. И вода очень мутная сейчас. А зато вид какой. Кстати, вода теплая. Пока мы еще путешествуем вдоль реки Юкон, мы заметили вот это. Мы достаточно далеко отошли, как бы от цивилизации, можно сказать. Это Драга. Это часть Драга, думаешь? Да. Это Драга 100%, да. Ой, господа, не поверите, что мы нашли. Это действительно Драга. Подожди, она плавает. Да, это на 100%. Это машина, которая добывает золото, которая использовалась в прошлом столетии и как бы механизировала. Видите эти баки? Это бойлер, это теплообменник для паровоза. Паровозный двигатель, вот трубы. Вот трубы, которые качали вот эту, вдоль этой мачты, качали ковши. И ковши крутились, наверное, через какие-то такие шестеренки. Тут просто опасно ходить, потому что все это может сейчас упасть. Ну и я вообще в шоке. Найти Драгу. Гена заказал. Мы ехали, он говорит, я бы хотел бы видеть Драгу. Мы говорим, ну уже проехали, ладно, не получится. Гена, это твоя Драга. Да, вот паровые машины. Да, вот больно стоит. Смотри, видишь, что трубы внутри. Сверху прессурайзер, стимер, труба. Это какого она года вообще? А мы сейчас все узнаем. Мы сейчас тут немножко побегаю. Вау, ну как нам повезло.
достаточно давно тут была, судя по всему. Ну, у нас появилась версия, что это может быть еще и лодкой. Но, как говорится, мы не уверены. Вот это сдает что-то уже, правильно? Вот видишь, от него идут тросы. И трос идет на больших мачтах, чтобы... Что делать, вопрос? Я думаю, что такой механизм может что-то только поднимать, а не крутить колесо. Крутить колесо, ну колесо было бы такое, знаешь, большое, это если была бы лодка. То есть это для колеса тогда получается. Может быть, это и есть колесо? Это этими лопастями оно и... Продолжаем расследование. Мы эту Mystery Soft. Это Steamboat. Смотрите, что мы нашли. Вау, да? Так, это не упасть бы здесь. Это лодка. Да, так, это может держаться. Женя, их две. Вторая труба. Да, вторая тут рядом стоит, да. И вон стоит само колесо. Огромное колесо стоит. Посмотри, про которое мы говорили. Где? Да, это Steamboat. Да, вот то колесо. Да. Так, а сколько ей лет, интересно, примерно? Ну и находочка. Так, мы уже через лес и нашли какие-то ягодки. Конечно, пробовать я сейчас не буду, но очень похоже на наш шиповник. Ну, кстати, ладно, попробуем. Если что, позвоните доктору. Сладенькая. Ладно, мы возвращаемся к нашим лодкам. А сейчас мы дошли до... Вау! До колес, крутящих весь этот механизм. Просто вот посмотрите, это я и эти колеса. О, кто-то написал мое имя, Джек. Очень приятно. И опять же, Джек. Очень приятно. В двух местах. Так, нужно посмотреть, кто тут Гена написал здесь. Геночка, я в восторге. Я прихожу, тут еще мое имя написано Джек. И здесь написано Джек. Так как бы приятно. Угу. Я хочу посмотреть на эти подшипники. А где они? Тут нету. Ну, как бы он должен где-то держаться. Тут нужно пролезть. Да, зря я, конечно, в тапочках пошел. Геннадий. Вау. Вот. Так такая часть там лежит одна. Посмотри, шатун какой. Часть шатуна вот этого там есть. Охренеть. Два механика такое нашли. На севере Якона, а на берегу реки Якон. Так, дальше мы там не пройдем с той стороны. Пришвартованы две лодки. Ну, хорошо, перед сном прогуляюсь, что могу сказать. Ладно, друзья, до встречи, наверное, спокойной ночи. Нам еще как бы обратно дорогу искать. Причем это не бутафория, это настоящие живые лодки, которые на этой реке работали. Ни хрена себе бутафория. Все настоящее. Все живое, да, вот. Еще с тех времен и не восстановленное. Между прочим, да, если подумать, как тяжело они работали, перевозить сюда по реке Якон людей, еду. Фух. Представляете, какая у них была жизнь в этих лодок? Вот так. Так, приключение продолжается. Руки-то чешутся. Да. Ну правильно, да. Мы забрались на палубу. Я тебе подарил память вот такой телевизор. 8 литочков. Я все-таки на миссии найти год сооружения. Первый клу, то, что клепанное, да. Вы заметите, что за место Wellmans везде стоят... то есть это было сделано, значит, в начале столетия, после индустриальной революции, они начали делать, перестали делать
Рывец Я называется. нашел гвоздь. Я тебе дарю его. Да, Ген. А тут даже написано, что сделано в Обнинске. Да, ну, конечно, не заглянуть внутрь тоже грех. В бойлере, которому более чем 100 лет. Вау. Ну, там просто бойлер, ну, конечно. Для меня сама его история, Тут и дело. да, Тут уже важна история, она мне вау дает. а не просто боулер. Этот бойлер работал более 100 лет назад. Я думаю, более 50 лет он был в использовании, если не больше. Правильно? Ну, капец, конечно. Все это время там кипело. Капец. Мысля приходит опосля. А помните, я начал с того, что вода очень упала. И она упала где-то на вот до линии, где деревья. И прям там же стоят лодки. То есть их там запарковали. Это их не кладбище. Это их не... Ну, последняя парковка, скажем так. Гена, запомни этот момент. Запомнил.